Привет, друзья! В этом видео мы построим фигуру вот такой танцующей девушки в красивом развивающемся платье, обсудим пластику и этапы построения фигуры для того, чтобы она получилась гармоничной, пропорциональной и заняла правильное место на листе. Полный видеоурок доступен на Boosty и Patreon, а также напрямую на моем сайте. Поставьте лайк этому видео, прежде чем начать рисовать. Подписывайтесь на канал, здесь еще много интересного. И давайте начинать наш рисунок. Для того, чтобы вся фигура и развивающееся платье точно поместились на листе, нам нужно рассчитать основные пропорции. Давайте посмотрим, что у нас тут самые крупные формы имеет. У нас есть треугольник платья по левой стороне, который развивается, самый крупный. И если приблизительно прикинуть, то длина платья и длина ноги, они одинаковы по высоте. Соответственно, мы можем, опираясь на самые большие вот эти линии, отстроить их, поместить их в листе, вся остальная фигура уже точно влезет. То есть мы начинаем всегда с самых больших форм, помещаем их, все остальное у нас уже влезет. Еще одна подсказка по размеру, если мы проведем от талии до кончика руки, поднятый наверх, там тоже будет примерно такое же расстояние. Его тоже можно держать в голове. Отстроили эти линии. Дальше можно двигаться по фигуре. Отстроить платье нам нужно было для того, чтобы оно точно поместилось, потому что если у вас листик чуть-чуть поуже, пропорционально есть риск того, что если мы начнем рисовать с ноги, то он у нас не получится, не поместится весь лист. Дальше мы начинаем отстраивать центральную линию фигуры. У нас фигура обладает пластикой. Что такое пластика? Когда мы лепим из пластилина, у нас нет такого, что один кусочек соединяется с другим каким-то в пространстве никак не влияя друг на друга. Мы, когда что-то лепим из пластилина, надавливая, мы меняем форму везде. Соответственно, если у нас есть пластика тела, она взаимосвязана друг с другом. То есть у нас есть линия позвоночника, которая идет изогнутая, она переходит в ногу, нога у нас немножко выгнута вперед, в такой позе она находится, и нам нужна вот эта передняя нога, потому что на нее будет опираться платье, да, то есть оно об нее будет обходить, и мы через тон это должны показать. Поэтому, несмотря на то, что у нас ножек не видно из-за платья, силуэты ног нужно обозначить. Дальше мы отстраиваем плечи и уже голову тоже по шее мы проводим эту линию, и эта линия нам поможет поставить голову на место. Смотрим на плечи, да, какой угол наклона у плечей, примерно параллельно углу наклона платья друг от друга, все линии все время сравниваем, отстраиваем. Смотрим на ручку, ручка почти что вертикально вверх смотрит, немножко она уходит в бок, да, направо или налево, там, в зависимости от того, с какой стороны мы смотрим. Но если вы приглядитесь, то в большей степени у нас она уходит в бок за счет плеча. То есть мышца, которая находится на плече, по-моему, это называется бицепс, я не знаю точно, как называется, но вот которая соединяет плечо и дальше переходит в руку. Она у нас под большим наклоном, дальше рука чуть более ровная. Чуть-чуть есть изгиб в локте, самую малость. Его тоже можно обозначить, чтобы рука не выглядела совсем как палка. Это получается у нас, ну, я буду говорить с левой стороны, да, левая рука, она, наверное, правая у нее. Левая у нас на рисунке рука уже наклонена чуть в сторону, и здесь тоже смотрите на то, как рука соединяется с телом. Здесь тоже очень красивая пластика движения тела, то есть тело развернуто таким образом, что вот эта плечевая часть, подмышка и мышцы, там, мышцы сустава, да, которые соединяют плечевую часть, они тоже переходят такой плавной дугой.
После того, как мы приблизительно обозначили, можно уходить теперь в детализацию, когда нам уже все нравится. Может быть, мы сейчас что-то будем исправлять, но сначала нужно обозначить самые крупные формы. Потом уже переходим к лицу, к ступням, к чертам. Я здесь еще хочу обозначить грудь, потому что тоже важно ее правильно разместить, чтобы она у нас никуда не падала. У нас есть плечи, и у нас грудь находится в одной плоскости с плечами, соответственно, там тоже линия под наклоном. Нам нужно найти на шее ямочку. Из этой ямочки мы проводим серединную линию условно до того места, где мы предполагаем, что у нас у девушки будет находиться пупок. И из этой точечки мы проводим две линии в бок. Вот я их красным цветом обозначила. Это будут линии, на которых будут находиться соски. Вот, но у нас здесь этого всего не видно, но тем не менее это вот самые выпуклые части груди. Вот, уже после этого можно обозначить юбку. Посмотрите, где она, в каком месте она начинается. Она тут можно ее чуть выше талии поднять, потому что она немножко подлетает вниз. С левой части рисунка юбка немножечко обходит попочку, да, поэтому мы должны попочку тоже где-то себе мысленно представить, где она у нас будет находиться. Здесь на референсе она видна таким темным пятном, более плотным. То есть тут вот те места, где находятся ноги, они более темные, более плотные. Там, где ноги заканчиваются, там ткань уже просвечивается, и там больше цвета получается. Если вы хотите оставить рисунок в карандаше, не планируете переводить его в цветной вариант, вы можете добавить прям так тона туда. Если же вы планируете, что у вас будет акварель, и вы готовите рисунок под акварель, то он можно не добавлять. Я его здесь добавляю для того, чтобы лучше было видно силуэт, и для того, чтобы перед тем, как работать акварелью, мы немножко подумали о том, в каких местах у нас будут более темные, более светлые места. Теперь дальше к более мелким деталям. Ступня ноги, она у нас находится в пуанте, упакована, обута в пуанте. И, соответственно, здесь очень просто ее нарисовать. Да, есть вот этот кружочек, опора пуанта и небольшое расширение, чуть больше в левую сторону идет расширение. И вторая ножка здесь просто как бы с пяточкой, с наклоном. Постарайтесь мысленно хотя бы провести линию от попы до ноги, чтобы у вас, несмотря на то, что как бы там под юбкой не видно, но все-таки чтобы нога встала на место, чтобы вот эта нога, отставленная назад, она стояла на нужном месте, чтобы она у вас нигде не повисла. Воздух, опираются они в одной плоскости, находится опора у обоих ног. Дальше давайте более детально разберемся с головой. Я условно ее уже обозначила, сейчас лишние линии убираю, стираю. Постарайтесь, так как мы рисуем полную фигуру, лицо у нас будет получаться маленьким, я предполагаю рисовать на формате А3, если вы рисуете на А4, будет еще меньше. Соответственно, нам нужно минимальное количество деталей для того, чтобы лицо получилось правдоподобным и отвечало нашим задачам. И, как ни странно, важную часть лица играет шея. Шея подчеркивает правильное положение головы, то есть если у вас неправильно нарисована шея, то голова может не встать на место. В шее, обратите внимание, у нас есть мышцы, ключично-сечевидная мышца, которая идет из-за уха к ключицам. Вы можете ее у себя найти, она такая выпирающая, да, и здесь она очень хорошо показана.
найдите у себя эту мышцу и тоже ее обозначьте для себя. То есть она идет из-за уха к вот этой ключичной ямочке. Дальше, для того, чтобы правильно разместить, у нас тут в 3/4 еще немножко под наклоном голова. Для того, чтобы правильно разместить черты лица, нам обязательно нужно обозначить себе серединные линии. Обозначить себе линию, по которой идет нос, через которую проходит нос, рот, подбородок, и обозначьте себе линию, на которой будут находиться глаза. На линии, на которой находится нос, подбородок, можно сразу черточками, маленькими черточками обозначить линию носика и ротика. И можно немножко проверить подбородок и немножко тени еще на подбородке, маленькую черточку оставить. В глазах постарайтесь не рисовать как таковые глаза, а сфокусируйтесь на том, что глаза являются тенями. То есть у нас есть вот эти область впадина, глазная впадина. Если на череп смотреть, глазная впадина, и вот все эта область глазной впадины, она у нас может уходить в тень. Плюс дальняя сторона лица, которая от нас отвернута, ее можно сделать чуть темнее для того, чтобы у нас немножко отделился нос, чтобы мы нос обозначали не там какими-то там пятачком или дырочками или чем-то еще, а мы можем просто эту линию обозначить немножко уводя тоном дальнюю сторону лица, делая чуть более темнее. И мы так и будем ее обозначать. Нам очень важно сфокусироваться на том, чтобы абрис лица, дальняя сторона лица была правильная. Мы это еще раз проверим цветом и проведем для того, чтобы у нас лицо правильно читалось. Вот. Ну и, как я сказала, я добавляю не столько вот глаза, не столько сами щели глазные, сколько всю эту форму, всю вот эту округлость, то есть и область под глазом, видите, она немножко темнее, уходит в тень. Не надо делать, когда вы будете работать цветом, не надо, ну и даже когда вы в карандаше работаете, не надо делать глаза прям черными-черными, а скорее просто заполните тоном вот эту область у глаза. Добавляем тени еще можно под нижнюю губу. Когда мы рисуем губы, здесь сфокусируйтесь на точке между губами. Нужно точно найти эту точку, которая у нас, так как это здесь маленькая плоскость, это прям вот точка будет между губками. И точка, которая, если вы поставите палец под нижнюю губу, между подбородком и нижним губой будет впадина. Вот эту впадину тоже мы обозначаем как бы таким пятнышком, тенью. Вот. Ну и дальше можно еще себя проверить на тему формы волос. Не срезайте затылок, это частая ошибка, когда немножко режут затылок, потому что мы стараемся прорисовать лицо, но почему-то забываем про то, что волосы тоже имеют достаточно большой объем. Посмотрите, какой она форма, то есть у нас идет почти что такой как бы перпендикуляр от лба назад, по затылку, да, вот эта область волос. Можно сразу себе держать в голове, мы потом еще цветом это будем прорабатывать, что у нас есть тень по округлости лба, она же будет, эта тень, продолжаться по дальней стороне лица, по левой стороне лица. Вот. Но это уже можно будет проработать тоном. Если вы работаете, готовите рисунок под акварель, этого можно не делать. Можно просто это как бы сейчас обратить на это внимание и держать в голове. Перед акварелью нам нужно будет зачистить весь рисунок, оставить минимальное количество карандаша, чтобы работа была достаточно чистой. Дальше нам остаются руки. На руках тоже можно сразу просмотреть, как идут мышцы по рукам. Несмотря на то, что девушка в платье, но на руках есть складки. Складки эти частично образуются тем, что рука имеет какие-то выпуклости и мышцы, частично тем, как натягивается ткань, то есть она немножко закручивается. Так как тоже у нас ручка маленькая, не надо стремиться прорисовать точно каждый пальчик, это может превратить ваши ручки в грабли.
сфокусируйтесь на области, которые вам видна, то есть нам видна как бы такая клешня и еще вот 2 пальчика сверху, то есть вот два пальца видны, большой и указательный, которые имеют там изгиб там раз от руки, 2 по части запястья, да, кисти рук до пальцев, и еще небольшой изгиб по области указательного пальца. И большой пальчик тоже, кисть руки, потом идет утолщение, потом немножко отстоящий указательный палец. И дальше уже маленький треугольничек пальцев, которые у нас за рукой находятся. Можно на них не сфокусироваться, просто вот оставить их таким маленьким пятнышком, этого будет достаточно. Если вы будете стараться каждый палец прорисовать в такой маленькой работе, у вас грабельки получится и ничего хорошего. И то же самое со второй ручкой. Мы просматриваем на тему мышц и смотрим на кисть руки. Тоже у нас есть отстоящий большой палец, указательный палец чуть-чуть вытянутый, и оставшиеся пальцы немножечко издалека видны. Смотрим на углы, да, где у нас образуются углы в запястье, там, где начинается пальчик, ну и тут у нас выпрямленный пальчик. И просто по этим углам рисуем линии, которые идут от этих углов. Проверяем еще, рассматриваем, как будут идти у нас складки по платью, для того, чтобы потом в акварели нам было проще в них разобраться. Обратите внимание, что ткань, подумайте о том, как ткань тянется. То есть ткань тоже имеет свою пластику и тянется по какой-то направляющей, да, у нее есть какой-то толчок. Фон добавляем по желанию. Рисуя сзади линию окна, постарайтесь, чтобы эта линия не попадала четко на руку. То есть если у вас где-то сдвинулись немножко пропорции, разместите рамы окна таким образом, чтобы они не врезались четко в руку или прямо четко в голову. Тоже старайтесь, чтобы не уходил вот этот вот участок, где рука поднята вверх и голова, он такой немножко опасный, для того, чтобы там не было перенапряжения, не было большого скопления линий, которые что-то там рубят. Вот. Ну и в цвете мы тоже сделаем это легко и невесомо. Работу с цветом я разбираю в отдельном видеоуроке, который доступен для моих подписчиков Boosty и Patreon. Вы можете найти ссылки на все ресурсы в описании под этим видео. Все уроки также можно посмотреть у меня на сайте. Таким образом вы поддерживаете мою работу, развитие моего канала. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики и вот это вот все. До встречи в следующих видео. Пока!